when we start studying spirituality, we begin to become aware of certain realities. They're not material realities, but they're still realities. Когда мы начинаем исследовать духовность, то мы начинаем осознавать, что есть некие стороны реальности, которые хоть и не материальны, но тем не менее являются реальностью. And as we become aware of these realities, we also become aware that these fears are irrational fears. И когда мы знакомимся с этими гранями реальности, мы начинаем понимать, что наши страхи иррациональны. So the first thing that we begin to study in spirituality, which is represented by this word Om Shanti that I mentioned in the beginning, is that I am a soul at peace. И самое первое, что мы начинаем узнавать в духовности, и это выражается словами Ом Шанти, которые я использовала в начале. Они означают «я душа» и «я воплощение покоя». So material science tells us that if something is measurable, then it exists, and if you can't measure it, then it doesn't exist. Наука материальная говорит нам, что если что-либо поддается измерению, это существует. То, что не поддается измерению, не существует. Spirituality says there are things which are material, and then there are realities which go beyond matter. Духовность же говорит о том, что есть некие вещи, которые материальны по своей природе, а есть и то, что выходит за пределы материи. Just because it's not physical doesn't mean it's not real. И то, что это не является физическим, не означает, что это не реальность. For example, you all have a mind. Допустим, у всех вас есть ум. Yeah? Это так, да? Where is it? Где он? No idea. Нет представления. Probably in your head somewhere. Может быть, где-то там у вас в голове. So the neurosurgeons have been looking for it. И нейрофизиологи, они исследуют, ищут его. Everybody has a conscience. У каждого есть совесть. What does it look like? Как она выглядит? No idea. Ни малейшего представления. All of us can feel things which are intangible. Мы все способны чувствовать эти вещи, которые неосязаемы. If somebody loves you, you can feel it. Если вас кто-то любит, вы чувствуете это. And if somebody doesn't love you, you can also feel it. Если вас кто-то не любит, вы тоже это чувствуете. You can't measure it. Вы не можете это измерить. You can't see it, hear it, smell it, taste it or touch it. Вы не можете это увидеть, почувствовать на вкус или понюхать, пощупать. So with what mechanism are you detecting it? А с помощью какого механизма вы тогда это выявляете? No idea. Ни малейшего представления. Some people speak about the sixth sense. Некоторые люди говорят про шестое чувство, Intuition. про интуицию. And these are really carrying us into the realm of the intangible realities. И вот как раз это уже приближает нас к области неосязаемой реальности. So spirituality really gives us the full picture of the intangible world. И духовность по-настоящему и дает нам такую целостную картину неосязаемого мира. Of course, the first thing we need to know is what am I, and then the very difficult question, who am I? Ведь это самая первая вещь, которую нам нужно узнать, что я такое. А дальше очень трудный вопрос, кто я такой. So we have a few of these books which tell you a little bit about who am I, right? И у нас здесь есть несколько таких книг, которые как раз и рассказывают вам о том, кто же я. But what am I? Но что есть я? I'm not a body. Я не тело. We use the term my for all the different individual sections of our body. Мы в отношении всех органов, частей нашего тела используем слово «мой», «моя», «моё». And we also use it for the entire body. И в отношении всего тела мы тоже говорим «моё».
Then we also say it's my mind, my intuition. Even for the intangible things, we use the possessive. И потом даже в отношении ума, интуиции мы говорим «мой ум», «моя интуиция», мы все равно используем притяжательное местоимение. If we say I am afraid of death, what does it really mean? Если я говорю «я боюсь смерти», что это на самом деле означает? Because usually people think it means I will stop existing. Обычно люди думают, это означает, что я перестану существовать. And that is something that a human being really doesn't like. А это как раз то, что людям очень не нравится. And if there's somebody you love, then you really also don't like that they will stop existing. Если вы кого-то любите, вы действительно не хотите, чтобы и они тоже перестали существовать. Probably you must have seen a dead body. Наверное, вы видели мертвое тело. Yes? Да? And, well, that dead body is there. И вот хорошо, есть это мертвое тело. The person is gone. Человек ушел. Is that right? Правильно? You know, in the hospital, when somebody's dying, they have all kinds of machines, and then a point comes where there's a flat line, and they say he's gone. В больнице, да, когда человек умирает, у них есть там самые разные аппараты, и когда вот эта точка пройдена, там везде на мониторах прямая линия, и они говорят «ушел». The entire body is absolutely present. А все тело полностью лежит там же, где и лежало. But dead. Но мертвое. So when the body is dead, we say the person is gone. Когда тело мертвое, мы говорим «человек ушел». So that which gives life to a body is in fact the person. И на самом деле человек или личность – это как раз то, что оживляло это тело. And so spirituality says you have to select which you are. Are you the point of life, the animating energy, or are you the body? И духовность говорит, что вам нужно для себя решить, выбрать, кто же вы такой на самом деле. Вы вот эта точка жизни, нечто оживляющее тело, или же вы это тело. And that cannot be made, that choice cannot be made on the basis of objective reality. И этот выбор не может быть сделан на основе объективной реальности. You have to ask yourself subjectively, what do I think? Вам нужно спрашивать самого себя, вам придется это делать субъективно, что я думаю. And there is no objective proof whether you are that animating force or the physical body. И объективного доказательства не существует. Кто же вы такой на самом деле? Вот это оживляющая сила или материальное тело? But when you're in front of a dead body, clearly person is not a body. Но когда вы находитесь перед мертвым телом, вам очевидно, вот это тело, это не человек. Because a dead body you have to get rid of quickly. Потому что от этого мертвого тела вам придется избавляться быстро. Dead bodies are very unhygienic. Мертвое тело это очень негигиенично. So you have to burn them or bury them or something. Вам нужно будет его похоронить или кремировать или что-то еще. If you do that to a living person, that's a crime. Если вы сделаете то же самое с живым человеком, это преступление. Is that right? Я права? So what's the difference between a living person and dead body? В чем же разница между живым человеком и мертвым телом? Well, spirituality would say that the living being that inhabits the body is actually you. И духовность скажет, что то живое существо, которое живет в этом теле, населяет его, это в действительности вы. And the name we give to this is the soul, human soul. Имя, которое мы даем этому живому существу, это душа, это человеческая душа. So if the soul says, I'm afraid of death, it actually doesn't make any sense. И если душа говорит, что я боюсь смерти, на самом деле это бессмыслица. Because the soul is immortal. Потому что душа бессмертная. And many people believe that they have an immortal soul. И многие люди верят в то, что у них имеется бессмертная душа.
But what spirituality is saying is that not you have an immortal soul, you are an immortal soul. Однако, что говорит духовность? Не так, что у вас есть бессмертная душа, вы и есть сами бессмертная душа. And what you have is a mortal body. А то, что у вас есть, это как раз смертное тело. And so death is basically a change of dress. То есть, по сути своей, смерть – это переодевание, это смена одежды. Or you could say a change of house. Или, можно сказать, смена дома. Or you could say a change of vehicle. Или вы можете сказать, смена транспортного средства. So the body is compared to a costume, a vehicle, or a house. Тело можно сравнить с костюмом, с домом, с машиной. And so nobody's ever been afraid of changing their dress. А никто никогда не боялся поменять одежду. You may be very attached to your house, but when you decide to move, then you stop being attached to it and you get into the new one. И вы можете быть очень привязаны к своему старому дому, но когда вы решились переезжать, то вы тогда все равно его оставляете, и постепенно вы привязываетесь к новому. You may love your car very much, but then when it's really too old, you start to say, well, I think I'll get a new one. Вы можете очень любить свою машину, но когда она уже слишком старая, вы скажете, я все-таки думаю, что пора покупать новую. But there's never any question of fear. И никогда не возникает вопроса о страхе. You might be afraid somebody will steal my car. Вы можете бояться, что кто-нибудь угонит мою машину. But you don't have fear someone will steal my body. Но у вас нет страха, что кто-то угонит мое тело. See? Да? So what spirituality is saying is you need to relate to your body as you relate to your clothing, your vehicle or your house. То есть о чем говорит духовность? Что вам нужно к своему телу относиться точно так же, как вы относитесь к своей одежде, к машине или к дому. Now let's going a little bit deeper. Even when people know this, they're still a bit afraid of death. И давайте еще немножко поглубже в это погрузимся, ведь даже когда люди это знают, они все равно боятся смерти. And these other fears, you know, fear of ill health, fear of, you know, loss in relationships, fear of inadequate financial availability, these fears are still there even when you know this. И другие страхи, то есть страх потерять близкого вам человека, или страх перед финансовой какой-то потерей, или страх нездоровья, увечья, они все равно остаются, даже если вы знаете вот эту вещь. And I think that spirituality would say that the reason for these fears is because you can detect something intuitively, but intellectually you don't have the information that you need to explain these fears. И, как мне кажется, как эта духовность объясняет, откуда у вас эти страхи. Хотя интуитивно вы чувствуете, что это так, но вы не можете ясно себе это изложить интеллектуально, с помощью интеллекта. Just as science has discovered all the laws of physics for the purpose of having technology, which is manipulation of matter, in the same way there are the laws of spirituality. Как ученые открывают и формулируют законы физики для того, чтобы можно было управлять материей, точно так же существуют и определенные законы в духовности. Now, the problem with not knowing the laws of spirituality is that you may violate them without realizing that that's what you're doing, and then be surprised at the consequences. А проблема с этими законами духовности заключается в том, что вы можете их нарушать, даже не замечая, не отдавая себе отчета в том, что вы это делаете, а потом удивляться, когда вы столкнетесь с последствиями. So I think these fears that I was mentioning earlier, fear of death, fear of loss of health, fear of pain, fear of rejection, fear of loss of loved ones, fear of loss of financial support is because of some intuitive feeling.
И я думаю, что вот эти страхи, которые я вам заранее уже раньше перечислила, то есть страх потерять любовь близкого человека или страх вообще потерять этого человека, страх нездоровья, страх финансовой потери и так далее, они все обусловлены каким-то интуитивным чувством. So we experience negative feelings in these areas because we regularly and frequently violate the laws of karma in these areas. А негативные чувства вот в этих областях мы испытываем потому, что мы регулярно, периодически нарушаем закон кармы применительно к этим областям. So physical pain, physical illness, disability, mental illness is all a direct result of karma. Физическая боль, физическая слабость, нездоровье, увечья и так далее – это все прямые последствия нарушения закона кармы. So some karma produces that, and some karma produces good health, good mental health, no pain, all of this. Какая-то карма приводит к этому, а какая-то карма, напротив, приводит к хорошему физическому здоровью, хорошему умственному здоровью, чувству полного, полноценного здоровья. In the same way, when we're afraid of losing loved ones or our relationships going bad, it's because when we violate the laws of karma that govern our interaction with other people, then we experience pain and sorrow in that area. И то же самое во взаимоотношениях. Если мы испытываем боль, страх потерять любимого человека, потерять любовь этого человека, это опять же связано с тем, что мы нарушаем закон кармы в этой сфере. Money. Деньги. All the different forms of wealth. Все самые разные виды богатства. If we don't have it, it's a result of negative karma where we have violated the laws of prosperity. Если у нас этого нет, это результат нарушения закона кармы. Мы нарушили какой-то закон, который обеспечивает благополучие материальное. So what I feel is that the more knowledgeable we become about these laws, the easier it is for us to create health, wealth, happiness, good relations, etc. И что я чувствую, что чем больше мы знающие касательно этих законов, тем легче нам создавать себе здоровье, богатство, счастье, хорошие взаимоотношения и так далее. Do you think? Согласны? So if you could know all of these things, you would actually operate differently. То есть, если бы вы знали все эти вещи, вы на самом деле действовали бы иначе. Now, one of the things that I've been discovering in my research is connected with the idea that people have that morality and spirituality is the same thing. Одна из вещей, с которыми я сталкивалась в своих исследованиях, заключается в том, что обычно люди думают, что мораль и духовность – это одно и то же. Right? Yes Нет, or no? Да или нет? No. Нет? Yes? Well, let's look at morality. Хорошо, давайте посмотрим на мораль. You're all very moral people. Вы все люди очень высоко моральные, Fully ethical. полностью этичные. Is that right? Это правильно? Must be. Ну, наверняка так. But you're a little hesitant. Но вы чуть-чуть колеблетесь. Obviously, we're not perfect. Ну, очевидно, мы несовершенные. But you subscribe, you have a loyalty to the principles of morality and ethics, Но, yes? тем не менее, вы для себя это подтверждаете, что вы действительно привержены принципам морали, этики. Это так? And you also have conscience. И еще у вас есть совесть. So your conscience is an inner voice that tells you, do this, don't do this is right, this is wrong. Ваша совесть – это ваш внутренний голос, который говорит вам: делай вот это, не делай того, это правильно, это неправильно.
And then morality is something that you learn about from your parents, from your educational teachers, and also from your religious leaders. Это совесть. А мораль – это то, чему вы учитесь от своих родителей, от своих учителей, от своих религиозных лидеров. Is that right? Правильно? So that means that the source of your awareness about morality is an external source, whereas your conscience is more of an internal voice. То есть источник вашей морали – это более внешний источник, а голос вашей совести – это голос внутренний. Правильно? And what spirituality tells us is that the essential elemental qualities of the soul are very specific. И о чем говорит еще духовность, что основные составляющие души – это вполне конкретные вещи. But the elements that make up your soul are not the elements of matter. А элементы, из которых сделана ваша душа, это не элементы материи. They are purity, Это чистота, peace, love, power, and bliss. покой, любовь, сила и блаженство. Yeah. So your soul is made up of these divine qualities. Ваша душа сделана из этих божественных качеств. And it is conscious. И она сознательна. It can think. Она может мыслить. It can reason. Она может рассуждать. It can feel. Она может чувствовать. It can decide. Она может решать. The soul is an actor. Душа – это деятель, актер. The sign of life is movement. Признак жизни – это движение. A dead body can't move. Мертвое тело двигаться не может. So the conscious thinking, feeling, acting power is the self. Итак, сознательная, живая, мыслящая, принимающая решения, чувствующая сила – это и есть «я». And the configuration of your character is made up of different combinations of these virtues, these qualities. И тип вашего характера определяется разными комбинациями вот этих качеств. Just like color is made of 7 colors. Это как цвета радуги, да, есть 7 основных цветов. And the origin of color is really flowers. И источник вот этих цветов, цветы, мы их так и называем, да, растения, цветы. You find all the colors in flowers В or цветах, wood. в цветах можно найти все эти краски. Сейчас очень важный подняли вопрос. And I think that one of the big fears that people have, or a syndrome, is looking good. We want to look good. Я думаю, что один из самых главных страхов, или такой синдром, который присущ очень многим людям, это желание выглядеть хорошо или хорошими. Мы хотим выглядеть хорошо. We don't like it if anyone makes any comment against us. Нам не нравится, если кто-нибудь отпускает какой-то комментарий по нашему поводу, делает какое-то замечание. We want approval. Мы хотим одобрения. We'll do anything to get approval. И мы сделаем что угодно для того, чтобы это одобрение других заслужить. Including sell your soul. Включая и вот таким образом продавая свою душу. Which is a heavy price. Да, а это очень большая цена. So how did we get in this vulnerable position? А каким образом мы оказываемся вот в таком уязвимом положении? And I feel that this is connected with this opposition between conventional morality and spiritual И virtues. я чувствую, что это как раз связано вот с этой оппозицией. Традиционная мораль и духовные добродетели. One of the fundamental principles behind a conventional morality is that a human being is fundamentally a sinner.
Один из таких главных принципов, стоящих за традиционной моралью, это то, что человек, по сути своей, грешен. Is that right? Have you heard that? Правильно, вы слышали это? You see. And you hear this from very young age. И вы слышите это, начиная с очень юного возраста. And also a lot of people, they feel guilty quite easily. И очень многие люди очень легко испытывают чувство вины. Yeah? Да? Oh, I feel guilty because somebody is in trouble. Я чувствую себя виноватым, потому что у кого-то трудности. Did you trouble that person? Это вы причинили трудности этому No, человеку? no, I'm nothing to do with it, but I feel guilty Да нет, anyway. нет, я тут ни при чем был, но все равно я как-то чувствую себя виноватым. Right? Бывает такое? It happens. Такое бывает. Yeah. I feel guilty because people in Africa don't have enough to eat. Я чувствую себя виноватым, потому что людям в Африке недостает еды. Бывает такое? I feel guilty because I'm earning more money than my friend. Я чувствую себя виноватым, потому что я зарабатываю больше, чем мой друг. Right? So, you know, there's some energy that is causing us to instinctively feel guilty when we are not doing anything wrong. То есть есть какая-то энергия, заставляющая нас чисто инстинктивно чувствовать себя виноватыми даже тогда, когда мы ничего плохого не делаем. And if you do something wrong, you feel guilty for a long time. А если вы уж действительно что-то делаете неправильное, тогда это чувство вины сохраняется у вас долгое время. Да? And when you feel guilty, you feel bad about yourself. You have negative thoughts about yourself. И когда вы чувствуете себя виноватым, это очень неприятное чувство. У вас негативные мысли о себе. So I usually tell people, if you actually did something wrong, you can feel guilty for 1 second. И я обычно людям говорю, что если вы действительно сделали что-то нехорошее, неправильное, можете чувствовать себя виноватыми, но 1 секунду. It's actually enough. На самом деле этого достаточно. Because that 1 second of feeling guilty makes it very clear, I will not do that again. Потому что эта 1 секунда чувства вины дает вам очень ясно ощутить: все, я больше этого делать не буду. Who said you did something wrong? Кто сказал, что вы сделали что-то неправильное? Your own self. Вы же сами. Your conscience. Ваша совесть. Now, if somebody else says, you're a very bad person. Если кто-нибудь другой говорит: вот вы очень плохой человек. Really? На самом деле. Oh, I'm so sorry. О, мне так жаль. Actually, you're not a very bad person. Нет, вы не такой уж плохой человек. You must have heard, oh, you know, you will never be successful in life. Или, может быть, вы такое можете услышать: вы в своей жизни никогда не добьетесь успеха. Right? People say that. Да, люди говорят так. You are not following all the proper codes of behavior, so that makes you a bad person. Вы совершенно не следуете правильному кодексу поведения, и поэтому вы плохой человек. Right? You want to enjoy yourself instead of work hard, therefore you're a bad person. Вы хотите наслаждаться, просто веселиться вместо того, чтобы трудиться, а значит, вы плохой человек. Why are you not like your brother or sister? Почему ты не такой, как твой брат или You как must твоя have сестра? heard these expressions. Вы тоже наверняка слышали какие-то такие фразы. You can't answer why am I not like my brother. I have no А вы не idea. можете ответить, почему я не такой, как мой брат. Вообще понятия не имею. And this especially children hear this. В особенности дети часто это слышат. Or somebody says, you're too thin, Или кто-то говорит: ты слишком худая. or you're too fat, Или ты такая толстая. or you're too short, Или ты такая or коротенькая. too tall. Или ты такая высокая. Whatever you're supposed to be, you're not. Ты вот не такая, как вот надо. So you should feel guilty. Поэтому ты должна чувствовать себя виноватой. You see, we hear all these messages. Мы слышим все эти вещи. Whatever we are, it's not okay. Вот какими бы мы ни были, вот это все ненормально. So you're always trying to be okay. А мы все время пытаемся быть нормальными. So if I get a bit fatter, will I be А okay? если чуть-чуть поправлюсь, я буду нормальной? Usually you have to be a bit thinner, Ну, обычно приходится немножко сбавить вес. you know. Or you're too old. Или вы уже слишком старые. What can you do about that? А я-то что с этим могу сделать? Or you're too stupid. Или ты тупой. Or you're not interesting enough. Или ты недостаточно интересен. Right.
terribly sorry. Ой, мне ужасно жаль, но вот а что делать? You know, and this is what happens. People give each other trouble by this habit. И это случается, люди друг друга вот мучают из-за этой привычки. You get judged and you judge others according to unattainable criteria. И вас судят, и вы судите других по критериям, которые недостижимы. And if somebody says to you, why don't you just be yourself? А если вам кто-нибудь скажет, а почему бы вам просто не быть собой? So, well, I don't know how to do that. А я же не знаю, а как это? Because I'm so busy trying to not be myself, Потому I что forgot how to be me. Я сейчас так занят, пытаясь быть не собой, что я уже просто забыл о том, а как же это так, как бывают собой. You know? Да? And this is a global epidemic. А это глобальная эпидемия. You see, and we have to say, excuse me, go away with your comments. И нам приходится говорить тогда, простите меня, но с вашими комментариями до свидания. This is my weight. Вот это мой вес. This is my height. Это мой рост. This is my age. Это мой возраст. And if you don't like it, И если вам это не нравится, it's too bad. это очень плохо. See? And people don't have the courage to say Но просто у that. людей не хватает смелости, чтобы это сказать. Because it's not normal. Потому что это не норма. But the normal is not okay. А ведь то, что считается нормой, как раз это и является неправильным. So who created the normal? А кто это нормальное, кто эту норму создал? Someone, some they, somewhere. Кто-то, когда-то, где-то. You see. And so spirituality actually encourages us to challenge that. It's a kind of oppression. И поэтому, на самом деле, духовность нас учит бросить этому вызов, вот этому своего рода угнетению. You know, and if a mother is nice to the child, what do they say? Oh, you're spoiling that child. Если мать любит своего ребенка, очень любит, ей будут говорить, вы балуете его, портите. That's absolutely false. Но это же совершенно неправда. I'm a pure, peaceful, powerful, loveful, blissful soul, and if you don't like it, too bad. Я душа, у меня есть чистота, покой, любовь, блаженство и сила. Если вам это не нравится, ну, это ваша проблема. I follow my conscience, I develop virtues, and if you don't like it, sorry. Я следую голосу своей совести, я развиваю у себя вот эти качества. И если вам это не подходит, ну, жаль. What do you think? Как вы считаете? Better, no? Ну, это лучше, да? Much easier to be free. Гораздо проще быть свободной, свободным. But to do that, you have to go against everyone. Но чтобы это сделать, вам придется пойти против течения, против всех. If you do that, they'll say you're mad. Потому что если вы это сделаете, они скажут, вы сошли с ума. They say, who are you listening to? Они скажут, кого вы слушаете? You know, this finger wagging comes. Вы знаете, вот тогда палец начинает вот так покачиваться, а вы, You get scared вам становится страшно, because there's a threat потому что это угроза. that you will not be accepted. Угроза, что вас не будут принимать. So you have to have the courage. Well, if you don't accept me, it's actually your problem because I'm very nice. И вам тогда нужно иметь достаточно смелости. Если вы меня не принимаете, на самом деле это ваша проблема, потому что я очень хороший. That means you have to have a lot of faith in yourself. То есть у вас должно быть очень много веры в себя. See, and my observation is that when you really know these spiritual truths, it gives you the power and the possibility and the verbal ability to articulate how and why you're okay. И мой опыт говорит о том, что если вы по-настоящему вот разбираете вот эти вещи в духовности, то это дает вам силу для того, чтобы озвучивать очень внятно, очень четко, без страхов, почему вам комфортно с тем, какой вы есть. You know, and if you're really virtuous, Если вы по-настоящему добродетельны, what is wrong? что тогда может быть не так? Why would you feel guilty about being virtuous? Из-за чего вы должны терзаться чувством вины, если вы добродетельны? Doesn't make sense. Это тогда бессмыслица. So in that way we become, okay, non-conventional, but natural. И вот таким образом мы становимся не как все, мы становимся естественными.
So normal is depressed and fearful. Нормальным считается депрессия, страхи, Natural is I'm okay. а естественный у меня все окей.